все-таки добьем еще $4000, то да, мы покормим собачку. Это тоже будет весело. Mind Easy. Даже оделся как главный герой. Игру можно запустить на DOS-боксе, но мы запускаем на SCAM VM, потому что нам больше гличей доступно с ним, если с ним. Да. Сундук многоногий, из груши разумной, спит на шкафу. Нам надо будет первым делом его разбудить. Да, он рассказывает, то, что мы будем часто загружаться, сохраняться. Например, это надо для основного глича с дюпом предметов. То есть мы делаем сохранение, берем в руки предмет, загружаемся, и у нас есть предмет в инвентаре, и предмет, который мы держали в руке, тоже уходит в инвентарь. Теперь у нас два предмета одинаковых. И нам это понадобится. Не так часто, но как минимум в начале мы это провернем 5 раз. Да, мы будем еще немного играть со звуком. То есть мы будем отключать звук эффектов или речи, чтобы у нас пропускались многие диалоги или сцены. Нет звука, значит, не надо ничего проигрывать. And that's partly because of the weird world in which the Discworld is set. So the Discworld is a flat, circular world inside a dome that sits on the back of 4 giant elephants that sits on the back of a giant turtle that floats through. And if that sounds weird, this is just the first 5 minutes of the run. This is just like the first minute. Он должен уложиться, да. We've got a lot more to explain. Specifically, it is based on сразу сделаем 3 сохранения, которые мы будем использовать. Он рассказывает сюжет. Сюжет книги строится на том, что один человек задумал сместить правителя. Он нашел в кавычках наследника законного, и он решил показать его силу, призвав в город дракона на время. Ненадолго, чтобы показать, что этот наследник его побеждает, и он исчезает. Дракон исчез, а потом снова появился, уже сам по себе. И наша задача сейчас, по сути, избавиться от этого дракона. Основная цель игры. Да. Так, даем банан библиотекарю, который летит со звуками Тарзана. Да, получили книгу, дали почитать. Все. Сейчас нам надо найти 5 посохов. Нам надо найти 5 посохов в разных местах, но нам достаточно найти один посох. Да, первая книжка, которая называется «Стражи-стражи». Так, у нас есть теперь посох. Дали один посох. Загрузились. Новый посох. Загружаемся. Новый посох. Как много посохов в этом сундуке.
The Arch Chancellor can create the dragon detecting device, which turns out to be a metal detector, because of course dragons hoard gold. И вот мы дали целых 5 посохов. Это совсем не один и тот же посох был. Все 5 разных. Мы, конечно же, используем наш полученный детектор в своих целях. Забираем все золото дракона. Он не очень доволен. Да, нам дракон рассказывает то, что его призвал культ, и дает нам задание найти этот культ. Да, мы сейчас будем собирать 3 предмета основных, которые нам понадобятся. Нам надо будет найти стекло, брокет в сломанном барабане, сеть и фейерверки. Фейерверки — это самое важное. Действительно, это буквально самое важное в этом ране. So we need to get that net that's on the wall. To do that, we need to talk to the troll. That'll move the troll when we leave and come back in again, so that we can sit in the middle and grab the net on the back. And the final of the 3 items that we need is a set of fireworks. Let's load 2, save 2. So we've now got this. Mindez у нас, по-моему, из Великобритании. Fireworks from here. All right. So now we've got all those items. We need to come through here, get the frog. This is the first screen on which the game can possibly crash. Смерть. Please don't crash. Я бы не рассчитывал. Excellent. I'm a little bit worried sometimes. Игра 95-го года. Who the cultists are. And to do that, we're going to eavesdrop on a cult meeting that happened last night. Yes, there is time travel in this game. Because of course there is. Первая часть, и есть еще вторая часть. Вторая часть я позабыл, по какой книге сделана, но помню, что там тогда смерть ушел в отдых, уехал на пляж, на острова, и в итоге никто не мог умереть. Все стали бессмертными. Смерть, кстати, да, точно, смерть будет в конце. После титров, можно сказать. So yeah, we can use this to go to another library, including libraries through time. So we're going through L-Space. Игра старше, чем комментатор даже, да. I really hope this is making sense. I'm sure there's no more questions or anything like this. This is the first opportunity we need to change. Да, мы сейчас немного переместились во времени. Мы убираем саунд-эффект, чтобы некоторые сцены не проигрывались долго из-за звука. Звука нет, значит проигрывать тоже не надо. Сейчас мы немного подождали. И мы видим вора. Он крадет книгу с призывом драконов. Сначала идем проследуем за ним. I love this explanation. That wine that we drank is called counterwise wine. It is wine that is made from a type of grape called counterwise grapes, which are grapes that grow backwards in Мы увидели себя прошлой ночью. They fully blossom and then they grow, they ungrow. And wine made from counterwise grapes, you have the hangover before you drink it. So this is Rincewind the night before, sleeping off the hangover from the glass of wine that we had earlier on in this run, which is actually in his future in the past, but in the past of the Rincewind that's in the future. And look, I'm sure there's no more questions. I'm sure everybody's following this absolutely perfectly. Слаймер, спасибо. The thief Да. is going to go to the Точно. hideout. We're now watching the thief like path around the map. He's going to go down here, which is where the hideout is. As soon as he goes down there, we're going to go in the street, and this is where the cutscene is going to happen. Where if we have sound effects turned off, this cutscene just doesn't play because it just decides to not load the audio. So we're going to use the quantum bus fly. That's a quantum bus. У книг Терри Пратчетта, кстати, много экранизаций. Там были и сериалы, и фильмы.
Например, довольно популярный фильм «Опочтарение». Of just staring at him getting rained on. And it's really, really awkward. All right, I've done enough talking. So, I'm going to hand И over вот to даже Amber. игры We're going были. to go to the future. We're going to get the robe that is drying. But in the meantime, let's get some donations. Absolutely, Mindez. People are coming in with lots of love. Just to remind everyone, we're at $9,000 out of the $10,000 that is necessary for giving the dog a bone, and we have hit $1.1 million. Thank you all so much. But let's get some quick donations. Let's get $10 from Colombo saying first time donating and looking forward to see the Resident Evil Village. Мир I плоского love мира, costume, Mindez. извиняюсь за Let's тавтологию, go. $50 from он MS очень жизненный. FT saying that doggo needs a bone. Good luck with the run, И он такой же Mindez. забавный. Final Прям Flame как donating настоящая $25, жизнь. saying, come on, I know we're not going to let this incentive pass us by. You can't ignore the dog. Dogs are love. Dogs are life. Let's make sure this dog leaves us as happy as can be with a nice big bone. Don't let me down, chat. Awesome to see Discworld at GDQ. I know you'll do great, Так, Mindez. Да, мы убираем? Cool. Или не Absolutely. убираем Thank you very голос? much for all those donations. So now we're going to eavesdrop on now we're here ahead of the thief. We got here before the thief gets here. So when the thief gets here, we can eavesdrop on his conversation to find out the password to get in. We're going to trick the game into skipping some dialogue that's normally unskippable by looking at the room as Отлично. this conversation happens. So 1, 2, 3, 4. We're going to turn off voices so that the rest of the conversation's faster, and then we're going to eavesdrop on the password, which is blah blah blah, spoons, blah blah blah, swordfish, blah blah blah. Да, он пропустил немного диалогов с помощью меню. Когда меню открыто, одного из этих персонажей можно пропустить. То есть, по идее, это не скипаемые диалоги. Но мы их проскипали немного, дослушали пароль. Все, мы знаем пароль. И можем зайти тоже. That's JAGEGA. So I'm going to need you all to chant in your finest chat voices. И да. Теперь, после того, как мы поменяли книгу, они будут призывать не дракона, Dragon, а Джагега. 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 Гега. Джагега. Джагега. It's happening! We can summon the dragon! More Jagegers! Jagega! Jagega! Джагега. 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 There's the dragon! We did it! We summoned the dragon together! Congratulations, GDQ. It happened. Ура! Дракон призван, да. Back to the serious part of the run. So, that cutscene... I'm having a lot of fun here, by the way. That cutscene gates off all of the... По книге культисты хотели поменять правителя. То есть, как я говорил, дракона должен был победить, в кавычках, наследник. То есть, он взмахивает мечом, дракон исчезает, и все так и произошло. Но потом дракон сам появился. Сжег пару людей и начал требовать сокровища и жертвы. Главная цель, да. Now, the only thing we have to do now is distract the dentist, and to do that, we need to come for our doctor's appointment. Fortunately, we are the next in line, somehow, even though we weren't the first one here. So this is a typical doctor's appointment, right? We just come in, the doctor comes over, we say hi, we go lie down on the big comfy couch, and then we get hit on the head with a hammer. And that's just how doctor's appointments go, you know? That's how my doctor's appointments always go anyway. Да, мы только что сходили к дантисту. Дантист стукнул нас по голове. Обычный прием у дантиста. Вроде да. Вроде Марку. But that is what we need to finally get the Dunnyman's gold tooth. We're going to go over to the dentist. We're going to extract the Dunnyman's gold tooth, and we're going to duplicate it 6 times. Так, правителя-то звали Витрин, по-моему. So, yeah, you've got a bit of time. Sure, we have $10 from Discworld 3 saying finally my game being played. ветеринарий. Let's give Doggo that bone.
which we are at $9,800. We're almost there. Noble donates $5 saying, love the Discworld books, never seen the games before, looking forward to seeing if the dog is who I think it is. And meanwhile, Dog donates $10 saying, I heard there's a bone? Well, yes, there is. Только что помогли провести операцию, избавили человека от золотого зуба, который он ему мешал. Yeah, absolutely. All right. Parrot donates $10 saying, Mindez, what a wonderful streamer. They absolutely deserve to give a good and deserving doggo a bone. And we also have Sixsaw donating $250, very generous. Довольно интересный спидран квестов, потому что я даже не подозревал, что могут быть такие баги. То есть мы через 2 сейва, через 1 достаем себе предмет, загружаемся в наш основной и выкидываем этот предмет. Сколько захочется раннеру, столько зубов и будет. Сохранились, загрузились, взяли зуб, загрузились, кинули зуб. Because I know how to stop the dragon. What we need to do is we need to steal a custard book from the witch. Come over here, take this book. This is the other place where the game can crash. Please don't crash. Так. Okay, good. The game didn't crash. Excellent. Okay. Can I celebrate that crash with a quick announcement? Будет краш. Please do. We are giving Всё. that dog a bone. We hit Сейчас мог бы произойти краш, но все произошло Your donations хорошо. made that possible. Мы поменяли Thank you книги. so much. Woo! All right, we're going to be after the run. We're going to be Всё. feeding Gaspode the Wonder Dog, one of the dogs from the Discworld series. But yeah, what we've done essentially, we've swapped the book. So it's no longer a book on dragon summoning. It's now a book on how to make custard using love potions. So all the cultists fall in love with each other, and you know, instead of having a dragon, we just have lots and lots of custard. So Rincewind, in his hubris, comes over to the patrician. Because Так, сейчас, по-моему, нам надо... Звук у нас так выключен. And Rincewind ends that Отлично. argument by shouting, "Dragons do exist!" And unfortunately, in the Discworld, there is a physical law where if you believe something exists, it exists. And Rincewind has just proven that he believes that dragons exist, therefore, the dragon now exists. And it's now Rincewind that summoned the dragon. This is very much a us-created problem now. So, we're now in Да, Act 3 of the game, тут and we're very раннер close to the end, honestly, because рассказал закон плоского мира. И если ты веришь, что что-то звучит, что-то существует, значит оно существует. И из-за того, что Ринсвинд верит, что дракон существует, дракон существует. Так что сейчас дракон будет по нашей вине. Давайте. Но это звучит неплохо. Можно поверить во что угодно. Все, что вам захочется. И оно будет. Так, мы получили пирог. Это нам тоже очень пригодится для конца. Так. Как-то долго мы уже сидим. So what these triggers, you've got the door and the knocker that you can use to knock on this door. If you use the knocker, everything works as intended. So what's supposed to happen is that the cage in the back locks and Lady Ramkin comes to the front. If you use the knocker, that works. That's exactly what happens. Да. Из-за того, что мы постучали в дверь. Lady Ramkin comes to the front, but the actual the cage remains unlocked. Мы именно что использовали этот нокер, который висит на двери. Из-за этого хозяйка этих драконов отвлеклась, и мы можем просто зайти в клетку, потому что теперь тут клетка открыта. Если мы просто постучали в дверь, то клетка была бы закрыта. Мы берем этого немного скучного дракона.
отличающийся от остальных всех. И маленькими крылышками. Да. И мы сейчас заряжаем в дракона фейерворки, потому что сам он не может стрелять огнем. И нам надо зарядить 3. И... Да. Если мы зарядим сразу же пачку этих фейерворков, то они исчезнут. Это считается как один фейерворк, а нам надо было зарядить 3. Поэтому мы их поштучно вытаскиваем и поштучно заряжаем. И теперь, да, бой с драконом. Стреляем. Мимо. Стреляет. Мимо. Стреляем. Мимо. Тяжелая битва. Так. Наше оружие влюбилось. Включать звук было не обязательно, но мы включили, чтобы посмотреть потом на катсцену. Кидаем пирог. Да. Дракончики влюбились. И все было хорошо. Больше их люди не заботили. Да, вышло за 19 минут. Почти что идеально ровно. Замечательно. Так. А вот и смерть. Лучший персонаж в этом мире. Да, он говорит, что ему пришлось уйти, потому что там была чума, там было землетрясение. Он был занят. Поэтому все это время не было. Yeah, absolutely. Just just before you do that real quick. This is the Discworld. Oh yes. So it's the flat world inside a dome, back of 4 elephants, on the back of a giant turtle in space. I did not make any of this. Да. Весь плоский мир выглядит вот так вот. И это не единственная черепаха с миром на спине. На самом деле их много. Of Discworld and your lovely Rincewind cosplay. So I had to donate during this run. Absolutely give the dog a bone, which I believe you're on the way to do so now, right? Absolutely. There's a few items that we need to get on the way. We need to get some leeches from the Dibbler over here. Put me on throat Dibbler, if anybody is familiar with the Discworld book. Мы все-таки, видимо, идем кормить собаку. From the Dungeons of the Palace. Can we get another donation if you like? Да. Он говорит, что сейчас идем за Костю. From Sunshine Sanctuary for Cats. They say cancer has impacted our family multiple times in recent years. Especially painful is that we lost our sweet cat to cancer on Monday. Medical research for humans who also helps advance veterinary medicine, so cancer research can help save loved ones of all species. Thank you to everyone supporting this important cause. And thank you to Karma, Laura, Eve, and Fletcher, the amazing pets who shared their lives with us. Please, От одного шута уже только голова осталась. Так, забрали со скелета кость. Идем. Yeah, we got the bone. We're gonna put a little bit of seasoning on it before we give it to Gaspode, obviously, because we want it to be a nice, tasty bone for Gaspode, and we want it to be completely, essentially irresistible, right? So we're gonna go ahead and get some seasoning. And for some reason, I don't. Косточка действительно очень вкусная. The seasoning can be found over here in the toy shop. It's labeled. It's labeled as blue pots, but for some reason. Собачка, которую мы собираемся кормить, она особенная, она умная. Она умеет разговаривать. И так как мы хотим сделать косточку еще вкуснее, для такой особенной собачки, мы
Нанесли на нее точно не клей. There you go. Это очень вкусная глазурь просто. Finally shut him up for a little while. Because Gaspard is a talking dog and he learns to talk and then И never shuts up. все. Okay. Thank you very much for that. Thank you so much for meeting the incentive as well. Absolutely fantastic. My name is Mindez. I stream over at twitch.tv/Mindez. All kinds of variety stuff. I do like playthroughs, blindfolded playthroughs, speedruns, game shows. Ну, теперь ранее прошел игру, показал, Any bad ideas I can покормил собачку, please play this game. This game, especially if you're сделал все, что мог. an amazing game. It's got an amazing voice cast as well. Rincewind is voiced by Eric Да. Idle, and every other character is voiced by either Rob Brydon, like literally Rob Brydon from UK Comedy. Да, согласен с тренером. Эту игру определенно стоит самому еще поиграть, Kate Robbins from Spitting Image and John Pertwee. потому что нам-то показали даже, наверное, 1/8 игры, если не меньше, при этом пропустив все диалоги. А юмора здесь много. Терри Пратчетт славится своим юмором. Можете пройти игру, можете прочитать книги. Книг достаточно. Можете посмотреть фильмы, посмотреть сериалы. Терри Пратчетт создал действительно интересный мир с хорошим юмором, с хорошими персонажами, особенно смерть. Terry Pratchett, GNU, the only kid. Thank you very much. I hope you've all enjoyed the Да. marathon so far, and I'm not going to delay it anymore. Enjoy the rest of Согласен. the runs. Такие имена, как Терри Пратчетт, должны жить всегда.